Иван Петрович впервые за столько лет собрался в город. По его виду было заметно, что пожилой мужчина заметно нервничает. В ожидании автобуса он то и дело приглаживал волосы или стряхивал со старого пиджака невидимую пыль. Всякое может быть. Его дети сейчас городские, негоже ему показываться перед ними в неопрятном виде. Иван Петрович был бы и рад остаться у себя тут в деревне, но только по деткам своим соскучился. А ведь как раньше хорошо было. Они почти каждые выходные к нему приезжали. Шашлыки жарили, на речке купались, фруктами лакомились. Интересно, что могло измениться с тех пор? Он все так же рад видеть их в своем доме. Вот только они не спешат к нему. Видно, дел много. Не до него сейчас. Иван Петрович давно привык к своему одиночеству. После смерти жены он научился варить, печь, а в огороде у него царит такой образцовый порядок, что любая хозяйка позавидует. А какой у него был сад, загляденье просто. Срывай с дерева и ешь, что пожелаешь. Это не то, что продают в городских супермаркетах, а экологически чистый продукт. В хлеву у него стояла дойная корова Зорька и несколько поросят, в курятнике с десяток курочек. Многие интересовались, зачем ему одному столько. Только вот не мог он избавиться от живности. Какая-никакая, а живая душа рядом. Они хоть и не ответят, зато всегда выслушают его. Дети, конечно, помогали ему, время от времени деньги высылали. Только они не знали, наверное, что не деньги ему были нужны, а их внимание и забота. Иван Петрович часто сидел на крылечке со своим рыжим, таким же старым, как он, котом Васькой, и разговаривал с ним. Кот щурил свои зеленые глаза и делал вид, что понимает хозяина. «Васька, ну как они не понимают? Зачем мне их деньги, если мне их не на что тратить? У нас мясо свое? Свое. У нас молоко и яйца свои? Свои. И овощи, и даже фрукты. Все свое. Мне бы их хоть разок вживую увидеть, поговорить о том, о сём. Вот ты смотришь на меня и молчишь, а мне собеседник нужен, понимаешь? Мяу. Вот, и я о том же». Кот подошел к хозяину поближе и, взобравшись к нему на колени, ткнулся мордочкой ему в лицо, будто всем видом показывая: «Я с тобой, я рядом, ты не один». Иван Петрович морщинистой рукой погладил кота по голове и беззвучно заплакал. Не думал он, что под старость лет останется одинок. А ведь совсем недавно его дети по любому поводу обращались к нему за помощью, а сейчас словно забыли о его существовании. Старшая дочь Ивана Петровича, Мария, работает в ЗАГСе, сын Роман на заводе, Димка машинистом. Внуки кто учится, кто работает, никому нет дела до старика. Он, правда, приглашал их несколько раз к себе, когда они звонили. Да разве они приедут? Где город, а где деревня? Они привыкли на курортах отдыхать, негоже им в деревне появляться. Ладно, они к нему не приезжали, хотя бы отца к себе позвали. Так нет, ни разу за столько лет не пригласили. Он только знает их адреса. Еще жена покойница записывала. Но вот сам у них ни разу не был. Это он, деревенский, хлебосольный, рад любому гостю, а они нет. Он как-то хотел поехать к сыну, так тот его сразу осадил. «Пап, не до гостей нам сейчас. Сына женим, невеста у него знаешь какая? Из богачек, так что не обессудь». Дочка тоже была не лучше. Сразу заявила, что не рада незваным гостям. Если что нужно, сперва позвонить. А он что, чужой им, что ли, чтобы названивать? Так вот и жил в одиночестве. Даже на свадьбе не был, не пригласили. Постеснялись, что их деревенский отец не впишется в их городскую компанию. Ладно, снохи, их он понять мог, чужой он для них. Но вот сыновья...
Теперь вот внук женился, уже и сам отцом стал, а он прадедом, так и ни разу не видел ни жены его, ни правнука. Только время от времени, когда по телефону разговаривали, узнавал, что правнук уже делает первые шаги и научился говорить «мама» и «папа». Интересно, какой он, на кого похож? Наверное, пичкают его всякой химией из баночек. Эх, был бы он сейчас в деревне, я бы ему яичко домашнее сварил, творогом бы домашним покормил. Интересно, где я допустил ошибку, что родные дети и внуки забыли обо мне? Ведь всегда помогал им во всем. Старшему вот квартиру помогли купить, младшему денег дали на первый взнос, когда он хотел ипотеку взять. Мария, правда, все сама, у родителей ничего не просила, да и муж бы не позволил. Он человек состоятельный, у них все есть, и машина, и дача, и квартира большая. Вот даже к его соседу, Витальке, недавно родня из самой Америки приехала. Где Америка, а где Москва? И вот теперь Иван Петрович решил сам навестить родных, устроить им сюрприз, как говорится. Он набил до отказа 2 дорожные сумки тем, что было у него в избытке, фруктами, овощами. Недавно вот кабанчика заколол, яйца и творога домашнего положил. Дети наверняка будут довольны. Таких яблочек, как у него в саду, они наверняка давно не ели. Да и творог у него жирный, зернистый. Наконец-то приехал автобус, и Иван Петрович, счастливый, что скоро повидает родню, сел поудобнее на переднее сиденье. Всю дорогу до города он улыбался, будто кто-то невидимый натянул ему улыбку до ушей. И только в городе он снова занервничал. Все боялся, что адреса забудет или дома никого не окажется. Ну, ничего, времени у него много. С соседкой он договорился, она присмотрит за его буренкой и курочками, пока он у детей гостит. Дня 3 ему вполне хватит. Дочки не было дома, когда он подъехал к ее дому. Она сначала долго не отвечала на звонки, но вскоре не выдержала настойчивости отца, ответила. «Пап, ты чего трезвонишь? Занята я». «Я приехал, дочка». «Куда приехал? Зачем?» «В гости». «Какие гости, пап? Ты почему не предупредил? Мы люди занятые, нам сейчас не до гостей». «Я гостинцев привез, сальца, как ты любишь, яблочек». «У нас своего добра хватает. Извини, не могу сейчас говорить, занята сильно». Дело было не в занятости, просто отец никак не вписывался в их планы. В этот самый момент дети Ивана Петровича с семьями собрались на даче Марии и жарили шашлыки. Представляете, кто сейчас звонил? Кто? Папаня наш. И чего он хотел? Приехал с гостинцами, говорит, будто нам есть нечего. О, теперь, наверное, нам будет названивать. Я лучше сразу отключу телефон. Я, наверное, тоже. Пусть обратно едет. А почему бы нам не пригласить его к нам? Ты что, деточка, у нас тут все строго рассчитано, да и родители твои скоро подъедут. Сноха Романа Ольга пожала плечами. Ей было неприятно, что они так жестоко обошлись с родным отцом. «Коленька, почему вы так с дедом обращаетесь?» «Ой, что с ним станется? Уедет обратно в свою тьму таракань и делов». «Как не стыдно! Я тогда тоже, пожалуй, поеду и родителей предупрежу, чтобы не приезжали». «Зачем? Им мы всегда рады». Но Ольга уже не слышала мужа. Она взяла ребенка и, сев в новенькую машину, которую недавно подарил ей отец, уехала к родителям. Родители были удивлены, услышав рассказ дочери. Они не могли поверить, что семья, в которой живет их дочь, была способна поступить так со своим родным отцом. И где он сейчас? Наверное, домой поехал, бедняга. Коля говорил, что у него есть дед, только я ни разу его не видела. Надо как-то пригласить его к нам. А давайте сами к нему съездим на выходные.
Отличная идея, я за. Родители Ольги были детдомовскими, и хотя своим трудом добились многого, Лев Борисович был владельцем ресторана, а у Арины Викторовны был салон красоты. Они всегда сокрушались, что у них не было родственников, поэтому для них было дико слышать о том, как семья мужа их единственной дочери поступила со своим отцом. На выходных, закупившись разными вкусностями, Ольга с родителями поехала в деревню к Ивану Петровичу. Бедолага занемог от переживаний и уже несколько дней почти ничего не ел. На его счастье приехала жена внука с родителями и привезла правнука. Старик сразу же почувствовал себя лучше, пошел накрывать стол в саду. «Что же вы, Иван Петрович, мы сами, а вы пока с правнуком поиграйте. Видите, как он на вас похож?» Иван Петрович сидел на крыльце и укачивал правнука. Как хорошо, что к нему приехала Ольга с родителями. Вроде и не родные они, но оказались роднее своих детей. От нахлынувших эмоций он сплакнул, что не скрылось от глаз Льва Борисовича. «Отец, ты чего плачешь? Ничего, что я тебя отцом называю?» «Ничего. Вот, своих вспомнил. Вроде свои, а вроде чужие. В жизни всякое бывает. Мы вот с Ариной детдомовские, не понаслышке знаем, что значит быть ненужными. Отец, а можно мы к тебе почаще будем приезжать?» «Конечно, приезжайте. Я буду только рад. А у меня идея. Давайте папин юбилей здесь отметим. Я там видела в саду отличное место. Под яблонями столы накроем, шашлыки пожарим». «Нет, дочь, шашлыки на юбилей не то. Есть у меня одна идея». С самого утра Иван Петрович был на ногах. Еще с вечера у него в саду было полно народу. Кто устанавливал шатер, кто украшал шарами и иллюминацией сад. А сегодня у Льва Борисовича юбилей. И, как он сказал, приедет много гостей. Спустя некоторое время приехал какой-то молодой человек, назвался стилистом. Он постриг, побрил Ивана Петровича, а потом протянул ему большой пакет с новой одеждой и обувью и попросил переодеться. Теперь Ивана Петровича было не узнать. Стильно одетый, благоухающий дорогим парфюмом мужчина был похож не на деревенского дедушку, а на одного из городских мужчин. «А вот и гости едут. Выходите, встречайте. Что же вы стоите?» Иван Петрович вышел к воротам и заметил целую вереницу дорогих автомобилей. Среди гостей он заметил и своих детей, которые были слегка в недоумении и то и дело перешептывались между собой. «Лев Борисович, вы же сказали, что будете отмечать у своего отца, а это и есть мой отец. Вам же он не нужен? Или я не прав?» «Привет, пап». Лев Борисович обнял Ивана Петровича и увлек за собой в сад. Столы были накрыты, гости постепенно занимали свои места. Иван Петрович сидел на почетном месте рядом с юбиляром. И только его дети не знали, как вести себя дальше. Спустя некоторое время Лев Борисович встал с места и обратился к гостям. «Все вы знаете, что я ни в чем не нуждаюсь, хотя и у нас в семье был один недостаток. Слава Богу, теперь этот недостаток исправлен. В нашей семье прибавление. У нас появился отец». Все переглянулись между собой, а Лев Борисович продолжил. «Пап, я хочу забрать тебя к нам, в город. Ты как, согласен?» Иван Петрович украдкой смахнул слезу и кивнул в знак согласия. Гости дружно зааплодировали, только его дети и внуки смотрели на происходящее в недоумении. После праздника они подошли к отцу, чтобы высказать ему свои претензии. «Отец, ты в своем уме? Ты чего нас позоришь? Где ты нашел номер Льва Борисовича?» «Ничего я не находил». «Тогда как вы познакомились?
Ты понимаешь, что своим поступком портишь жизнь мне и твоему внуку. Это не ваш отец портит вам жизнь, а вы сами. Я уже сомневаюсь, правильно ли я поступил, разрешив своей дочери выйти замуж за вашего сына. Не представляю, что ее ждет в дальнейшем, если вы так относитесь к своему родному отцу. А отца не ругайте, он не виноват. Это Оленька рассказала нам о случившемся. Вот мы и приехали. Вам-то он не нужен. Вы заняты очень. Вам не до него. А нам в самый раз. В отличие от вас, мы ценим не только деньги, но и людей. Мария хотела что-то возразить, но промолчала. Каждый из детей Ивана Петровича понимал, Лев Борисович был прав. Им сейчас не до отца. У них своя жизнь, свои проблемы. Глаза Ивана Петровича блестели от радости. Наконец-то он больше не будет одинок. С ним будут пусть и не родные, но все же его дети. Осталось только отдать корову и курочек соседке, дождаться арендатора, которому он сдал домик, и все, можно уезжать. Он еще раз оглянулся на свой домик, окинул взглядом сад, взял кота под мышку и сел в автомобиль. Вот и все. Начинается новая жизнь. Жизнь, в которой есть место и время и для такого, как он, деревенского старика. Правду говорят, чужие лучше, чем свои. Сейчас он в этом убедился. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.